Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами научимся вязать вот такую вот маленькую шикарную сумочку, на которую у нас уйдет всего один моток шнура. Шнур я использовала карамель от сайта Пряжа Центр, цвет у меня пыльная роза, толщина нити 5 мм, длина нити 75 метров, вес, если кому интересно, 200 грамм. В общем, вот такой вот моток нам понадобится. У меня даже осталась маленькая кукурузка, где-то метров 10. Так что не переживайте, вам вот так с головой хватит полностью на вашу сумочку. Дальше из материалов нам понадобится вот такое вот дно. Потом это у нас клапан 15 на 10 сантиметров, замочек. Замочек может быть, кстати, любой. Я выбрала вот такое вот сердечко. Мне оно очень понравилось. Шикарно сочетается с таким нежным цветом, пыльная роза, да. Вы можете выбрать любой квадратный, круглый, такой же врезной замок, то есть это все зависит от вашей фантазии. Также полукольца, на которые, собственно, одевается наш ремешок, вот такой вот 120 сантиметров, который можно спокойно носить через плечо. Также, смотрите, не обязательно использовать именно вот такие полукольца, да, я просто заказала полный набор. Мне именно хотелось. Здесь можно использовать обычные кольца-карабины, вид от этого хуже не станет, и в принципе кому-то, может быть, нравится так больше и неохота заморачиваться, да, с пришиванием вот этих вот полуколечек. Из инструментов нам понадобится также это 2 размера крючка, один крючок размером 4 для обвязки нашего дна и привязывания клапана, и второй крючок размером номер 5, он пойдет у нас уже на вязание основного полотна, то есть стенок нашей сумочки. Также игла как раз для пришивания вот этих полуколечек, вот так вот я их пришила. Надеюсь, камера фокус поймала. Ну а если у вас будут простые кольца-карабины, по этому поводу можете не заморачиваться. Все свои материалы я заказывала на сайте Пряжа Центр РФ, ссылочку оставлю вам в закрепленном комментарии под видео, там же будет промокод на скидку 10%. Промокод, кстати, бессрочный, то есть вы можете пользоваться им с каждым новым заказом и получать свою скидку в 10%. Вводите его в корзине, скидка рассчитывается автоматически. Еще раз по цветам, да, шнур у меня пыльная роза, карамель 5 мм, и вот эта вот вся кожаная фурнитура, это тоже цвет пыльная роза. Смотрится это все нежно, шикарно. Я прям влюбилась в этот цвет, вообще смотрится просто идеально. Сочетание такое. По поводу размеров, в высоту сумочка у меня получилась 18 сантиметров, а в ширину 15 сантиметров. В принципе, очень вместительная, сюда помещается телефон, кошелек, ключи, все, что хотите. Я даже вам сейчас ее вот так вот покажу, видите? Вот так вот. Вот такая вот она внутри. Замок очень простой. Мне очень нравится, как он застегивается. По времени, в принципе, сумка вяжется недолго. У вас уйдет часа 2, это самое много. То есть вы можете прям под сериальчик, пару серий, и сумка готова. Ну и перед тем, как перейти к вязанию нашей сумки, хотелось бы сказать вам огромное спасибо за все ваши лайки, подписки, комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Спасибо вам огромное. Если это видео вам тоже понравится, поставьте лайк, не забудьте перейти на канал, там есть очень много разных видео, мастер-классов по вязанию сумок, корзин, рюкзаков и так далее. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. Ну а теперь пойдем вязать эту сумочку. Для начала давайте поближе рассмотрим все материалы, которые нам могут понадобиться. Во-первых, это дно, клапан, ремешок, полукольца, для которых мы будем, собственно, одевать наш ремешок. Разные виды замочков. Это может быть у меня вот такой вот квадратный замочек, или круглый замочек, или даже может быть вот такой вот сердечко. Не знаю, как вот вам видно, нет. Также шнур карамель, цвет у меня идет пыльная роза. Шнур карамель обычный, 5 мм на 75 метров здесь у меня идет. Также нам понадобится 2 размера крючка, размер номер 4 для обвязки дна и привязывания клапана, и размер номер 5 для вязания основного полотна. В общем, в принципе, разобрались, что здесь, куда и как. Теперь давайте перейдем к вязанию. Открываем моток шнура и немного его разматываем. Вот таким вот образом. Старайтесь разматывать в одну и ту же сторону, чтобы ваша нить не перекручивалась, потому что очень много вопросов, да, о том, что почему у меня нить перекручивается. Ну, это потому что мы просто вот таким вот образом тянем нить с мотка, и, соответственно, она уже сама
во время того, как мы ее тянем, она уже перекручивается, и плюс к тому, что пока мы вяжем, она у нас перекручивается. И в итоге очень это все, видимо, всем мешает, поэтому самый такой простой способ избежать того, чтобы нить сильно не перекручивалась, то есть перекручиваться она будет в любом случае, это разматывать моток вот таким вот образом в одну и ту же сторону. Так, я немного размотала. Так, хвостик находим. Отмеряем хвостик примерно сантиметров 80 плюс-минус для закрытия ряда. Дальше, смотрите, вот у нас вот такое вот дно. Начну вот здесь вот где-нибудь ближе к повороту, чтобы сразу показать вам схему обвязки, да. Вставляем крючок в первую дырочку, захватываем нить и вытягиваем первую петельку. Так, сейчас распределим, где у нас хвостик, где рабочая нить, чтобы не запутаться. Берем рабочую нить, одеваем на пальчик и провязываем первый столбик. Вот так вот. Далее у нас идет поворот. И в повороте у меня вот здесь вот 2 дырочки. В эти 2 дырочки мы провязываем 2 прибавки. То есть 2 столбика в одну и ту же дырочку. Первый столбик. И в эту же дырочку мы вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. Вот так. Вот что у нас получается. Далее следующая дырочка. И снова делаем прибавку. Первый столбик. И в эту же дырочку вяжем второй столбик прибавки. Старайтесь нить вытягивать на одном уровне с петлей на крючке, чтобы не затянуть сильно вот эти вот столбики обвязки. 2. Далее у нас идет центральная дырочка, то есть если мы посмотрим, да, вот с этой стороны у нас тоже есть такая дырочка. Вытягиваем один столбик здесь, вот в этой центральной дырочке. И далее у нас идут 2 угловые дырочки, в них мы снова вяжем 2 прибавки. Первый столбик, в эту же дырочку вставляем крючок и вытягиваем второй столбик прибавки. Далее первый столбик, и в эту же дырочку вставляем крючок и вытягиваем второй столбик прибавки. Вот что у нас получилось. Вот такая вот обвязка нашего дна. Далее вот здесь по прямой мы вяжем одинарные столбики, как вот здесь вот в центре. Доходим до угла. Здесь у нас 2 дырочки в углу. Мы провязываем 2 прибавки. Вот здесь центральную дырочку мы вяжем 1 столбик. Далее снова у нас 2 дырочки в углу. Вяжем 2 прибавки. И здесь по прямой мы провязываем столбики одинарные, без прибавок. Старайтесь вытягивать петли на одном уровне с петлей на крючке. Сильно не затягивайте. И вот таким вот образом мы с вами довязываем уже самостоятельно до конца ряда. И в конце я покажу вам, как закрыть ряд. То есть все повторяем, все, что мы сделали вот с этой стороны, повторяем вот здесь в зеркальном порядке. Подходим к концу ряда, у нас осталась последняя дырочка. И вытягиваем петельку, но ее мы не провязываем. Нам нужно сформировать петлю между вот этим столбиком и вот этим, новую вершину. Берем наш хвостик, который мы с вами оставили в самом начале, и провязываем вот эту петельку хвостиком и вытягиваем его полностью. Вот так. Видите, вот что у нас получилось. Далее, вот у нас первый столбик и вот его вершина. С обратной стороны, с изнаночной, мы вставляем крючок под вершину. Вот таким вот образом. Разворачиваем все вязание к себе и вытягиваем хвостик на изнаночную сторону. Вот что у нас получается. Смотрите, такая незаконченная петелька. Теперь вот первый столбик с обратной стороны и вот он последний столбик. Мы вставляем крючок, сзади вот такая перемычечка есть в нее, и далее выходим в середине вершины, вот таким вот образом. Придерживаем вязание, берем наш хвостик и вытягиваем снова наизнанку, вот таким вот образом. Вот что у нас с вами получилось. Обратите внимание, мы с вами сформировали вершину нашего столбика хвостиком. Далее, смотрите, мы можем либо взять крючок уже сразу пятерку, либо первый ряд мы можем провязать еще четверкой. Но старайтесь сильно не затягивать петельки, чтобы наш первый ряд совсем уж маленьким не казался. Поэтому, если берете четверку, то подтягивайте петельки посильнее.
И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы начинаем вязать наш первый ряд. Хвостик поменяли на рабочую нить. Хвостик нам нужен только для закрытия ряда, для формирования вершины последней. И теперь вставляем крючок. Вот он, наш последний столбик. Обратите внимание, из него выходит хвостик. Вот так. И вставляем крючок в середину галочки последнего столбика. Вот таким вот образом. Захватываем нить и вытягиваем петельку. Провязываем. Вот что у нас получилось. Далее следующую вставляем крючок, вытянули и провязываем еще одну петельку. Следующее. Старайтесь вязать в раскол. То есть вот смотрите, вот у нас середина галочки, что с передней стороны, что с задней. Дальше у нас крючок должен выйти вот в этом месте. Вытянули и провязали. Далее у нас идет следующая галочка. Вставляем в середину. Проверяем сзади. Посмотрите, вышли в середине. Захватываем нить, вытягиваем. Посильнее вытягиваем, получается, на уровне с петлей на крючке. И провязываем еще один столбик. Далее вот здесь у нас немножко стянется, потому что мы перешли на стенки. Следующая галочка, середина. Вытянули петельку и провязали еще один столбик. Распрямили его. Снова новая галочка и новый столбик. То есть здесь без всяких изменений мы просто вяжем столбики в середину каждой галочки. То есть без прибавок этот ряд у нас идет. И таким образом мы провязываем с вами до конца ряда. Потом в конце я покажу вам еще раз, как закрыть ряд хвостиком. Итак, подошли к концу ряда. Вот что у нас получилось. Остался последний столбик. Вытягиваем петлю, но не провязываем. Рабочую нить убираем, берем наш хвостик и провязываем петлю хвостиком. Вытянули его. Дальше. Первый столбик и вот его вершина. Вставляем крючок с обратной стороны под вершину первого столбика. Захватили нить и вытянули наш хвостик на изнаночную сторону. Вот что у нас получилось. Далее. Последний столбик, перемычка и середина вершины. Захватили нить и вытянули хвостик на изнаночную. Подтянули. И вот что у нас с вами получилось. Вот такое вот красивое бесшовное соединение. Вот так вот. И теперь давайте перейдем к вязанию третьего ряда. И в принципе теперь все ряды у нас будут идти одинаковые. Находим, смотрите, последний столбик, откуда у нас выходит наша ниточка. То есть каждый ряд мы начинаем на шаг назад, чтобы у нас вот здесь вот не было никаких уплотнений и конец ряда не было заметно в вязании, потом в готовом полотне. Вставляем крючок в середину галочки последнего столбика. Обратите внимание, вот с этой стороны, смотрите, покажу, у нас галочка не законченная, так как у нас вот здесь вот хвостик. И если мы вот таким вот образом посмотрим, мы вышли в середине галочки. Хвостик у нас должен остаться с этой стороны крючка. И захватываем нить, вытягиваем первый столбик. Провязали его. Кстати, вот здесь уже можно взять крючок номер 5. Далее, следующая галочка. Вставляем в середину крючок и проверяем. Вышли в середине. Захватываем нить, вытягиваем петельку и провязываем следующую галочку. Далее. Середина с этой стороны, середина с этой стороны. Проверяем. Захватили нить, вытянули и провязали следующий столбик. Таким образом, мы с вами вяжем до конца ряда. В конце мы с вами закрываем ряд нашим хвостиком. Прибавок никаких не делаем. И вот такой вот красивый узор у нас с вами получается. Следующий ряд мы точно так же поднимаемся новой петлей и продолжаем вязать такие же галочки в раскол, без изменений, без прибавок. И вяжем с вами на ту высоту, то есть столько рядов вверх,
пока вам не понравится высота вашей сумки. То есть вы можете примерить телефон, заходит туда телефон или нет. И также получается, если вы кошелек, допустим, сюда будете складывать, вы можете приложить сюда кошелек, допустим, вставить внутрь и посмотреть, ага, такая высота вас устраивает, значит, заканчиваем вязание и переходим к пришиванию нашего клапана. И вот что у меня получилось. Я провязала 16 рядов в высоту. У меня получается по сантиметрам в высоту она получилась 18 сантиметров. Мне, в принципе, этого достаточно. У меня свободно сюда помещается телефон, кошелек, и я буду заканчивать. Теперь, смотрите, посчитаем давайте вместе. Вот этот ряд мы не считаем, который обвязка идет донышко. Считаем вот с этого ряда сразу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядов. Все, сумка готова. Теперь нам нужно подготовить клапан. И смотрите, я остановилась на вот этом вот замочке. Мне понравилось, как смотрится вот это сердечко вот здесь. Вот очень красиво, нежно, аккуратно. При том, что у меня цвет такой нежный, да, пыльная роза. И я решила выбрать вот такое вот сердечко. Сердечко у меня необычное, то есть оно не одевается на зажимах. Оно врезается в клапан. То есть вот таким вот образом. Нам нужно его раскрутить и вырезать вот эту вот серединку, которая у нас вот здесь вот есть. Сейчас я это быстро сделаю и покажу вам готовый результат. Если хотите более подробное видео о том, как одевать вот такие вот замки, которые врезаются, я отдельно сниму шортс и чуть позже его выложу. Итак, вот что у меня получилось. Я одела замок. Вот так вот он у меня открывается. Вот эта часть вставляется вот сюда в сумочку, зажимается внутри. И такой вот суперский нежный замочек, шикарно подходящий к нашей маленькой вот такой вот сумочке. Теперь нам нужно с вами выбрать место, куда мы будем пришивать наш клапан. Для этого наше вязание мы складываем пополам, находим вот здесь вот середину, сложили пополам. Далее примеряем наш клапан. Смотрите, я тут заметила такую вещь. В маленьких клапанах вот здесь вот у пряжи центр шикарно расположены дырочки. И получается так, что вот здесь в мое вязание подошло идеально просто, чтобы мы ввязали клапан под наши вершины. То есть каждая дырочка подходит под вершину. Давайте я вот так вот приставлю вот к вершинам. И смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дырочек. И вот они вершины. Я чуть ниже уберу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть мы можем позволить себе не ввязывать клапан туда, куда вот войдет крючок, а именно привязать его за вершины, чтобы это все было вообще идеально. Теперь мы сложили пополам наше вязание. Если мы будем так привязывать, нам не обязательно вот здесь высчитывать количество столбиков. Достаточно того, чтобы мы вот здесь на глаз, видите, определились. Стоит клапан посередине, то есть у меня вот здесь 2 столбика осталось и вот здесь 2 столбика. Соответственно, вот они, наши вершины. Я просто одеваю маркеры в те вершины, которые у нас подходят под нашим клапаном. И все. Здесь посчитали 10, здесь посчитали 10 и начинаем вязать. Для начала маркеры мы соединим, чтобы они у нас не потерялись. И давайте начнем. Во-первых, смотрите, вот у меня вот такой вот хвостик остался. 80 сантиметров достаточно для нашей вот этой сумочки. Кто-то говорит, что у них не хватает, поэтому здесь ничего страшного в этом нету. То есть вы просто достаете вот таким вот образом из середины мотка, да, вот такая вот кукурузка у меня осталась как раз на обвязку и привязку нашего клапана. Вот. Достаем небольшой хвостик, обрезаем и пришиваем его к нашему хвостику, либо припаиваем, да. То есть здесь ничего сложного, и вся эта вот эта некрасивая сторона, она останется внутри, ее видно не будет. Поэтому за счет этого вообще не переживайте. Итак, привязывать клапан мы с вами будем соединительными столбиками. И заодно обвяжем красиво вот здесь вот нашу окантовочку. Находим наш последний столбик и вставляем крючок вот таким вот образом в вершину нашего столбика. Захватываем нить, вытягиваем петельку, и если бы мы вязали дальше, мы бы провязали вот такой вот столбик, да? А теперь мы будем вязать соединительными. Соответственно, мы вставляем крючок в следующую петлю, вытягиваем, и у нас уже, видите, 2 петли на крючке, и теперь вот эту вторую мы протягиваем через первую. Вот что у нас получилось. Далее, следующая вершина, вставили крючок, протянули через предыдущую, вот у нас второй соединительный столбик. Следующая вершина, вставили, протянули, и вот у нас третий соединительный столбик.
Таким образом мы с вами довязываем до нашего маркера. Старайтесь вот эти вот петельки соединительные сильно не затягивать, чтобы у нас вот это вот вязание потом вот так вот в кучку не собралось. Итак, я дошла до нашего маркера самого первого. Провязываю последнюю соединительную и меняю крючок на размер поменьше. Дальше клапан прикладываем вот таким вот образом. То есть, когда мы примеряли, мы можем приложить. Некоторые путаются и начинают пришивать клапан именно вот так. И в итоге потом, когда его нужно будет закрыть сумку, получается вот что. Поэтому обязательно следите за этим. Очень много с этим связано проблем. Я, честно говоря, очень часто с этим сталкиваюсь. Тоже много вопросов пишут, почему у меня вот так. Вот. И теперь смотрите, вот у нас следующая вершина. Мы вставляем крючок в дырочку в нашего клапана. Сзади, видите, вставляем крючок в вершину того столбика, который мы отметили маркером. Захватываем нить. Так. Ой, елки-палки. И вытягиваем ее вот так вот. Немножко сложно это делать на камеру, неудобно. Провязали соединительный столбик. Вот что у нас получилось. Вот таким вот образом мы начинаем привязывать клапан. Вставляем крючок в следующую дырочку. Сзади проверяем. Мы вышли, смотрите, в следующую вершину столбика. Следующего столбика. Захватываем нить. Вытянули и провязали. Далее следующий столбик. Проверили. Следующая вершина. Вытянули и провязали. И таким образом нам нужно с вами довязать до конца клапана. Аккуратно все это дело придерживаем, чтобы у нас ничего не съехало. Привязываем за вершины. Сумочка у нас небольшая, поэтому мы не боимся и привязываем клапан за вершины. Когда у нас мы вяжем, допустим, рюкзаки, да, и у нас вот здесь вот будет стоять кольцо, которое впоследствии может вытянуть наши петельки, наши столбики, тогда мы не привязываем ни в коем случае за вершины наш клапан. Вот я подошла к концу. Обратите внимание, у меня последняя дырочка, и вот с этой стороны последняя вершина, как раз в которой стоит маркер. Захватываю нить, вытягиваю и провязываю. Вот таким вот образом мы с вами привязали наш клапан. Далее меняем крючок, вставляем его в петлю и идем дальше. Следующая вершина и соединительный столбик. Далее еще одна вершина и соединительный столбик. Вот так вот это у нас будет выглядеть. Таким образом мы с вами довязываем до конца ряда. И я покажу вам последний раз, как закрыть ряд именно соединительными столбиками. Довязали до конца ряда, у нас осталась последняя вершина. Вытянули петлю и теперь делаем соединение. То есть нам нужно сформировать вот эту вот недостающую петлю до конца ряда. Вытягиваем ниточку, обрезаем ее и вытягиваем полностью, как наш хвостик вот этот вот, которым мы закрывали ряды. Делаем мы с вами то же самое абсолютно, то есть здесь ничего сложного. Наши вершины мы закрывали вот здесь сверху, а здесь она будет у нас сбоку. Вот он, первый столбик нашей вершины. Давайте возьму крючок поменьше, чтобы было проще пролезть под него. Заводим крючок вот таким вот образом под всю петельку снизу вверх. Захватываем нить и вытягиваем наш хвостик. Вот так. Вот видите, у нас уже сформировалась почти эта петелька. Далее с изнаночной стороны вставляем крючок вот здесь вот под вершину и в середину вот этой вот последней петли. Вот, смотрите, откуда у нас уходит вот этот хвостик. Захватываем нить и вытягиваем ее наизнанку. Все. Обратите внимание, у нас красивое, ровное и аккуратное соединение, которого не видно ни сверху, ни снизу. Дальше вот эти хвостики мы с вами связываем вот здесь, вот, чтобы они не распустились. Аккуратненько. Далее прячем вязание вот таким вот образом. То есть здесь все очень просто. Мы за вот эти задние стеночки вставляем крючок, захватываем ниточку и вытягиваем. Вот. Она у нас спряталась в вязании. Дальше дотягиваем ее до последнего момента, то есть до последнего вот здесь столбика. И вот здесь вот этот кончик нам нужно прижарить, да, так скажем, припалить зажигалочкой к нашему полотну, чтобы оно не распустилось.
Все, вот этот хвостик, он у нас слишком длинный, вы можете либо его спрятать полностью, либо подкоротить. И вот здесь вот спрятать и также припалить остаток зажигалкой. И вот что у нас с вами получилось. Вот такая вот красивая сумочка. Далее, смотрите, маркеры убираем. Они нам уже больше не нужны. Так, сейчас хвостики уберу. И теперь что мы делаем дальше? Нам осталось с вами пришить вот такие вот полукольца и приделать замок. Для начала нам нужно пришить полукольца, чтобы вот здесь вот у нас все выпрямилось. И мы знали уже, куда и как наш клапан будет закрываться, потому что здесь мы можем сейчас очень сильно затянуть, да, и вот сюда его прям слишком низко одеть. То есть так делают очень многие, да. И вот здесь потом будет у нас все это некрасиво затянуто, стянуто, поэтому для начала лучше пришить вот такие полукольца. Как мы их пришиваем? Вот здесь вот у меня, видите, осталась вот такая вот кукурузка от пряжи. И вот так вот вытягиваем, вот она ниточка пошла, видите? Так, фокус настроим. Вот она ниточка, мы вытягиваем ее. И вот этой нитью мы будем пришивать наши полукольца. Сейчас я одену эту нить в иголку и покажу вам пример. Вот что у меня получилось. Я расплела, распутала ниточку, сделала на конце узелок, одела в иголку. Пришивать будем таким образом. Берем одно из полуколец, оно вот так вот открывается у нас. Сложили нашу сумку пополам, нашли середину, вот она. И выкладываем наше полукольцо вот таким вот образом, чтобы одна половинка была с этой стороны, а вторая половинка у нас осталась внутри. Вот так. Хорошенько наши петельки туда продавливаем, чтобы это все как можно ниже опустить. И вот что у нас получается. Теперь с изнаночной стороны вот здесь вот вставляем иглу в одну из наших дырочек и проталкиваем ее на лицевую сторону. И выходим в параллельной дырочке на лицевой стороне. Так, немножко это неудобно делать на камеру. Вот так. Вытягиваем. Далее все зависит от вас. Каким образом вы хотите пришить это, крестиком или просто полосочками. Я буду пришивать крестиком. Вставляю иглу вот с этой стороны. Вытянули. Немножко это, даже не немножко, я бы сказала, это очень неудобно делать на камеру. Сделаем пару стежков туда-обратно. Возьму себе помощника, а то немножко сложно вытягивать иглу. Вот. 3 стежка. И дальше переходим на следующую. Вот здесь вот на изнанке не важно, как это все будет выглядеть. Самое главное, чтобы у нас все это красиво смотрелось с лицевой стороны. Так, вот она, эта дырочка. Вышла. Дальше крест-накрест вставляю иглу. Где мой помощник? Снова с этой стороны. Также делаю несколько стежков. Ну вот я пришила свои полукольца вот таким вот образом, крестиками. И вот это вот полукольцо, так как я начала пришивать его под камерой, да, было немножко неудобно, и оно у меня съехало. Заметила я это только после того, как пришила его, и не стала переделывать, решила вам показать, чтобы вы избежали моей ошибки потом впоследствии. То есть вот так вот это вот у нас выглядит, видите? Мое кольцо немножко заходит вот сюда на лицевую сторону. Я тот самый перфекционист, и после съемки видео обязательно перешью это кольцо. Ну а пока давайте с вами перейдем к нашему замочку. То есть вот так вот в серединку мы с вами выделяем это место. Вот так вот придерживаем клапан, замочек, убираем его. И вот в это место нам нужно будет вставить наш замочек. Сгибаем его вот так.
и вставляем. Вот так. Ровно посередине. Еще раз проверяем. Закроем. Ровно, аккуратно стоит наш клапан. Открываем, убираем дальше. В середине устанавливаем вот такую вот штучку в серединку и зажимаем наши кончики замочка. Вот так вот посильнее. И дальше придавливаем это все дело инструментом, чтобы все это наше дело очень-очень крепко держалось. И вот так вот это у нас будет выглядеть. Так, поближе, как бы показать, развернуть. Вот так вот это у нас будет выглядеть. Наш замочек никуда не денется. Вот так. Теперь нам осталось одеть ремешок. Это все уже очень просто. И вот такая вот сумочка у нас с вами получается. Так, сейчас выпрямлю. Ремешок достаточно плотный. И вот что у нас получилось. Вот такая вот шикарная, красивая сумка. Вот так вот она выглядит снизу. Вот так вот сверху это все выглядит дело. Вот так вот это все дело выглядит сзади. Потом это все нам нужно будет хорошенько с вами отпарить, чтобы каждая петелька встала на место. Ну вот, в принципе, и как раз вот покажу вам, видите, вот это соединение, то есть его совершенно не видно. Если бы мы соединяли с вами другими способами, не отступали, да, на шаг назад каждый ряд, то вместе соединения у нас бы образовался такой бугорок, и это все дело видно было бы на нашей сумке, и смотрелось бы это очень некрасиво. Поэтому вот такой вот способ вообще смотрится шикарно. Смотрите, нигде ничего не видно. Ну вот, в общем-то, и все. Наша сумка готова. Цвет просто идеальный. Я влюбилась в эту сумку. Сама буду ее носить, никому не отдам. Пыльная роза. Обожаю этот цвет. Мне очень нравится. Если вам было интересно, если вам видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Также перейдите ко мне на канал, посмотрите. Там еще есть очень много видео по вязанию разных сумок, рюкзаков, корзин и так далее. В общем, будет интересно. Ну а теперь всем до новых встреч и пока-пока!